Всем привет, меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Что же неожиданно произойдет в вашей жизни? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и смотрим, в каких энергиях вы пребываете. Так. Вот почему-то мне сразу хочется сказать вперед навстречу к новой жизни. Вы как будто вот стоите сейчас то ли на распутье, да, то ли это конец какого-то вот жизненного этапа, да, вот какие-то кардинальные перемены в вашей жизни произошли. У каждого это будут свои сроки, у кого-то это недавно были перемены, у кого-то это уже какой-то срок прошел, да, когда вот начались эти перемены. Причем даже может быть такое, вот знаете, вы человек очень мечтательный, вы все-таки надеетесь на светлое будущее, вы надеетесь, что у вас в жизни все наладится, все будет хорошо. Вы вообще такой вот по жизни, но больше оптимист. Вы очень активный человек, любвеобильный. Вам, знаете, вам очень хочется любви, вы ищете любовь. По крайней мере, хотя бы на уровне мечтаний, но вам уже хочется, да, у каждого это будет по-своему проигрываться. Кто-то еще только мечтает о любви, да, кто-то, может быть, уже какие-то шаги делает, предпринимает. Ну, то есть вы очень такой вот любовно ориентированный товарищ. Я не могу сказать, что по характеру вы прям такой белый пушистый. Вы периодически такой вот бываете, палец в рот не клади, могут быть даже агрессивные всплески, может проигрываться такое вот, ну как сказать, чтобы корректно. Ну, вспыльчивый характер периодически может у вас быть. Импульсивность некоторая в поступках может быть также. Вы такой вот, знаете, очень целеустремленный человек. Вот упертость еще может проигрываться, если вы чего-то очень хотите. Вы сделаете все возможное и невозможное. Но чтобы своего добиться. Так, что же у вас дальше будет в жизни? Так, пока женщин я не вижу на данный момент у вас. Вот вы знаете, как будто вот вы к женщинам стоите вот в обороне. Вот вы вроде бы и мечтаете о женщинах, но как-то очень и очень осторожно так мечтаете. Знаете, такое ощущение, что у вас недоверие к женщинам, либо же может злость даже у кого-то проигрываться. Хотя вот вы готовы, в общем-то, в душе вы готовы уже навстречу любви мчаться, вы уже ждете, вот в душе вы особенно очень хотите, вы мечтаете о новой любви. Но пока я не вижу, что вы ее встретили. Так, что же будет у вас дальше в жизни еще? В вашей жизни очень неожиданно появится дамочка. Причем дамочка, вот которая вот, ну, настоящая вот леди, да, у нас императрица выпала. И вы будете настолько вот, настолько как-то, ну, не то чтобы бояться, да, ну, с опаской, что ли, вот с ней общаться, особенно поначалу, потому что, ну, вот вы будете считать, что она то ли слишком красивая для вас, слишком, может быть, статусная, либо же выше по статусу, чем вы, либо же, что вы не потянете ее. Ну, вот эти вот все мужские страхи, да, перед красивыми, обеспеченными женщинами. Причем она такая вот, может быть, по характеру, ну, дама с характером, командир в какой, командир в юбке. Вы с ней будете, знаете, вот периодически, конечно, бодаться. Бодаться будете, потому что вы две сильные личности. И получится такая, вот знаете, как итальянская семья, так у вас будут, ну, в какой-то степени итальянские отношения, такие на адреналине, с бурными какими-то выяснениями отношений и опять же с бурным примирением. Вы сами знаете, где и как мирятся. Все взрослые люди, не буду вникать в подробности, да.
как в спальне можно бурно мириться. Она, смотрите, она тоже, вот она нацелена на мужчину, но вот ей нужен мужчина с серьезными намерениями. Вот она бы в своей жизни хотела встретить точно так мужчину, который бы, может быть, либо ровный, ну, ровня ей по статусу был. Обеспеченного мужчину она, конечно, хотела бы, да. Она вот настолько вот тоже, кстати, в этом вы с ней сходитесь, она вот как-то так настороженно относится к мужчинам. Давайте-ка уточним, а почему она так относится? Так. А потому что у нее были отношения, у нее тоже были непростые довольно отношения с мужчиной, с довольно властным мужчиной. У нее была любовь, морковь, все такое, да, но мужчина там был больше такой диктатор. Мужчина, который любил управлять, командовать. И она этого наелась досыта. Вот она как-то, знаете, она не любит мужчин, которые вот именно диктаторы, потому что она вот этого насмотрелась в своих прошлых отношениях, поэтому она очень и очень осторожно подходит к выбору мужчин. Но вот вы с ней сойдетесь, причем, я думаю, вот именно внешняя красота вас больше привлечет. Да, у вас какие-то стычки будут, да, я не говорю, что это там кардинальные какие-то глобальные скандалы будут, но вот какие-то, знаете, ну, споры, я не знаю, там, может быть, даже из-за какой-то чепухи, ну, просто две сильные личности, когда каждый тянет одеяло на себя, когда каждому нужно вот это пальма первенства, вот она по-своему хочет, вы по-своему, но в то же время, знаете, у вас такое будет какое-то притяжение, что вот вам и вместе непросто, и в росте тяжело. Вот какая-то вот, то ли это влюбленность будет, да, вот, ну просто вот флюиды какие-то будут вас манить к ней. Так, что еще будет в ваших отношениях с ней? Прям интересно, какие страсти. Так. Да, вот будете бодаться, периодически будете бодаться. Так. Но тем не менее, да, вот тем не менее, она, знаете, вот будет момент, когда она с вами вот, ну, проманипулирует, так скажем. Вот она в какой-то период ваших отношений, она может, допустим, на несколько дней, на недельку отстраниться. Вот она сыграет на ваших чувствах. Вот когда-то будет такой вот период, да, особенно, я думаю, это будет после какого-то спора, когда вы ее заденете. И она решит вас так немного проучить. Она просто вот как будто исчезнет. Может трубки не брать, там не общаться, да, вот как-то так. Чтобы вы занервничали. Я вам скажу, это такая довольно распространенная женская манипуляция. Я, конечно, может быть, неправильно это сейчас делаю, выдаю женские секреты, но тем не менее, смотрите, мальчишки, когда женщина, вот допустим, вот смотрите, женская распространенная манипуляция, лайфхак, так сказать, женский. Смотрите, допустим, вот женщина вот за вами там бегает, либо же, ну, все хорошо, потом резко хоп, пропала, либо же стала более холодной. У мужчины срабатывает рефлекс, инстинкт. Что такое? Что случилось, да? Почему она перестала бегать за мной? Либо же почему она стала более холодной? А вдруг у нее кто-то появился? А вдруг она меня разлюбила? А вдруг то? А вдруг все? И у мужчины просто на инстинктивном уровне срабатывает вот рефлекс охотника. И тогда уже, ой, боже, чуть камеру не сбила. И тогда у мужчины уже срабатывают эти рефлексы, когда мужчина охотиться начинает. Тогда мужчина начинает сам атаковать женщину. Чаще звонить, чаще писать. Мужчина сам не дает покоя женщине. Конечно же, если он заинтересован. И именно это происходит на инстинктивном уровне.
Это, может быть, даже у вас было в жизни. Вот напишите в комментариях, если у вас были подобные ситуации, когда женщина резко либо же охладевала, ну, либо еще какие-то манипуляции делала, да, это работает, это проверено многими женщинами. Это работает и с женщинами, и с мужчинами. Но лучше, конечно, это не использовать, как-то лучше все-таки по-хорошему общаться. Но тем не менее, если вам нужно подсадить человека на себя, да, если вы хотите, чтобы за вами начали бегать, то есть вы что-то делаете, там активно ухаживаете, активно звоните, там все хорошо, потом хоп, а вы пропали. Либо же стали по-другому относиться. Человек не поймет, что такое, и уже он начинает след, понимаете? Это и среди мужчин, и среди женщин. Именно вот рефлекс, что такое работает, что случилось, почему исчез, куда исчез. Вот. К чему я это веду? Вот эта дамочка, она тоже исчезнет на какое-то время, да, вот после какой-то вашей стычки очередной. Просто для того, чтобы вас проучить. Ну, такая вот женская уловка, зловредность, может быть, такая добрая зловредность, да, вот она ненадолго исчезнет. И тут уже вы начнете за ней бегать, вы начнете ее атаковать, и после этого ваши ссоры как-то вот они как бы уйдут. Вот это будет, знаете, вот своего рода такой вот полезный урок вам, что ли. Вот вы поймете, как быть без нее. Вот именно вы прочувствуете, что вот как вы ее потеряете, да, а вдруг я ее потеряю. То есть она с вами проиграет вот такую ситуацию, вот, ну пусть это не театр, конечно, но вот она таким образом сманипулирует. Но это будет, в общем-то, для ваших отношений полезная манипуляция. Когда вот она исчезнет на какое-то время, вы перепугаетесь, да, вот появится вот именно страх потери. А именно страх потери, да, он очень часто заставляет людей ценить другого человека. Вот когда вы чувствуете, что вот еще чуть-чуть, все, я теряю, вот либо я потерял женщину, либо я ее теряю, вы начинаете активно что-то делать, да. Это очень сильный страх потери, точно так, как страх одиночества. Вы начинаете охотиться, вы начинаете лучше относиться к человеку, только чтобы не потерять. И вот она таким образом, она просто вас проучит, да, потому что ей уже, ну, надоели тоже, вернее, это в будущем, надоедят, да, вот эти вот ваши стычки какие-то. У вас так оно, и вроде бы и любовь, и стычки, вот такие вот трэшевые ситуации будут. И вот таким образом это будет только во благо. Вы просто на себе прочувствуете, вот как вам без нее. Она умная женщина, она это сыграет очень классно. Она это сыграет именно зная мужскую психологию. Она умная женщина, и она это специально сделает. Не для того, чтобы вас ранить, а просто, чтобы наладить отношения, потому что вот эти вот ссоры, они ей уже тоже надоедят, так сказать, если можно так выразиться. Вот. И после этого уже у вас будут более ровные, более такие спокойные, классные, более гармоничные отношения, потому что вы побудете врозь, пусть даже это небольшое время, но вы почувствуете, как вам быть врозь. Вы почувствуете, как вам без этой женщины, да, вот вы на себе именно это прочувствуете, вы обдумаете, вы прочувствуете именно свои чувства. То есть вы проработаете все свои чувства, эмоции, все ощущения точно так, как и она по отношению к вам. И это будет настолько вот классно именно для того, чтобы стабилизировать в дальнейшем ваши отношения. Поэтому не переживайте, не нужно ругаться, плеваться, что вот она такая сякая. Нет, это будет только во благо. Главное не потерять друг друга, вот если комфортно. А вам реально станет комфортно именно после вот этой небольшой такой паузы, которую она вам устроит. Такой Армагеддон небольшой. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И всем пока!